Вот на этом месте будет располагаться наш музей. Ну, это самое сердце Алматы. Видите, какие здания. Здесь все финансовые центры находятся, все банки. Это очень круто, что люди со всего мира будут приезжать, чтобы посмотреть наши работы. Сейчас мы купили Ричарда Серра. Эта работа, ну, большая по мировым масштабам. 25 метров длиной, 14 шириной, 150 тонн. Где я ее поставлю? Она должна принадлежать людям. Она должна стоять в музее. Вообще это очень интересно. Я говорю, в первый раз в жизни, Андрей, что мы присутствуем на месте, где я машу руками, но нечего показать. Но интересно будет снять это все через 2 года. Это будет новое культурное пространство не только на карте Алматы или Казахстана, но есть такая дерзкая мысль, что это будет мировое место, где туристы со всего мира будут приезжать и видеть самые лучшие предметы искусства, мирового современного искусства. Мы прилетели в частный аэропорт Ля Бурже в Париже. Нас встретила Мируэ Калиева, который сейчас арт-директор нашего музея. И она говорит: Нурлан Акибланович, хотите посмотреть здесь в одном из ангаров самолетных галерею Ларри Гагасяна? У него есть в центре Парижа на площади Вендом и есть прям в Ля Бурже, там в ангаре. И мы зашли, и там была работа Ричарда Серра. Большая стальная металлическая конструкция, очень такая, на меня произвела очень большое впечатление. В общем, мы ходим внутри этой металлической структуры, и тут Нурлан Акибланович спрашивает, сколько это стоит. И человек, который нас провожал, представитель галереи, он говорит: ой, это не продается. Вот, значит, я говорю, это коммерческая галерея, а здесь продается все. В общем, мы узнали через директора галереи в Лондоне, что, оказывается, эта работа уже была куплена, но есть похожая, которая находится в Америке. Нам присылают несколько изображений. В общем, к вечеру работа была куплена, хотя никакого до этого плана приобретать такие большие скульптуры, Ричарда Серру вообще не было. Наконец-то дошли до вопроса, как ее привезти в Казахстан. Оказалось, что это самая удаленная точка из Америки, куда можно было ее повезти вообще. И когда нам посчитали ее демонтаж, перевозка, монтаж, я был, конечно, я не готов был. Но уже дело сделано, сказано, надо было делать дальше. Это как бизнес. Еще у Ричарда Серра есть такая особенность. Когда вы покупаете его произведение, вы подписываете бумагу о том, что передвигать ее можно только с компанией Батко. У них как бы монополия на перевозку и установку скульптур Ричарда Серра. This was the most difficult location to get to by far. Logistically, it was very difficult. You're just so far from the ocean, which is a big problem. And even the ports to get in this area were small. This sculpture is huge. There's a couple plates that are particularly big. So, that's what really dictates the project, the biggest pieces. So it was a lot of planning. Покупка была совершена достаточно эмоционально, но мы не предполагали, насколько это будет сложно перевести и установить скульптуру. Следующие 2 года ушли на то, чтобы рассчитать маршрут пути из Америки, где эта скульптура тогда стояла, до Алматы.
we came upon this idea of how we create this very special relationship between Almaty, between the city and the mountain. So this is where we got this idea of creating two volumes. One of the volumes was related to the city, so it was a metal surface reflecting the vitality of the city, and the other volume was related to the mountain, so it was like carved from a piece of stone. And then we joined those two elements together. Это на самом деле камень, который мы привезли из Баварии, из Мюнхена, который образовался там мировой период, 150 миллионов лет до нашей эры, дно океана, и там все ископаемые растения, все останки органические в этих камнях. То есть из всего, что на планете, из всех камней, тверже этого камня и плотнее ничего нет. Ну и, соответственно, цена у него тоже достаточно плотная и упругая. So in terms of visitors, you will see as you're driving along Al-Farabi Avenue, this amazing angular form of the building. And then as a visitor, you come into this side here, which is at the east of the site, which you then can come into a major new plaza, which has a beautiful sculpture within it that has fountains, and it has this view right the way through as you see the center of the museum, which is the art street, which is formed by the intersection of these two L-shaped forms. Начало 22 года, как вы знаете, в Алмате прошли очень трагичные события. Это то, что мы сейчас называем кантаром или кровавым январем, когда огромное количество людей вышло на улицы с протестом, и после этих протестов было огромное количество жертв. Мы вот жили еще как бы в событиях того времени и были на Венецианской биеннале. Вообще Ансельм Кифер — это немецкий художник, который очень много работает с темами трагедии, травмы, боли и так далее. То есть он в своих работах проживает, анализирует ту боль, которая прошла, как бы, прошла не только немецкая нация, но вообще как бы история в целом. И мы увидели эту работу, которая называется «Когда все манускрипты сгорят, возможно, они дадут немного света». Эта работа была названа по цитате венецианского философа Эмо. И состояла она, значит, из, ну, как это типично для Ансельма Кифера, из огромного количества разных материалов. Там были сжёные книги, какие-то, я не знаю, там угли, эмульсии, сено и так далее. We have now a war next to us, just in front of our door. But there was, after the Second World War, where there was 60 million deaths. Can you imagine 60 million? It is as much as Germany was, West Germany. That's enormous. So then they thought, now we can do something to make something that this doesn't happen anymore, but it happens all the time, you know. So when I first work something, you call it history, I call it my own experience, you know, because I wanted to know what happened in Germany before I was born and while I was already alive. And this is it's a historical question, but it's also a personal question. Эта работа, мне кажется, ну вот со всеми нами тогда присутствующими, тогда был Нурлан Кипанович, его супруга Мадина Менгельдиевна, была я, несколько других наших коллег. Она очень отозвалась в наших сердцах. Нам говорили, какие другие музеи уже ей интересовались, включая ведущие другие частные музеи мира. Вот, но как-то, не знаю, может быть, своим обаянием, бабочкой, шляпой Нурлану Кипановичу получилось очаровать и самого Ансельма Кифера, и Ларри Гагарисяна, который эту работу презентовал в Венеции и ее продавал.
Меня познакомили с Ансельм Кифер. Я посмотрел на эту работу, а биеннале начиналось через 3 дня. Это был предпоказ. Я видел боковым зрением, что заходят другие музеи. Я начал все ближе к Варе. Варе говорю, эта работа продается или нет? Он говорит, конечно, все можно купить. Вопрос цены. Где-то минут 15 мы, наверное, это даже не торги были, это было знакомство. Они с большим удивлением первый раз видели человека, еще музея не было, он только был на планшетах. Но я уже был увлечен. Я знал, что мне надо покупать работы, потому что сначала покупаются большие работы, а потом строится музей, делается лейаут, и как коробка сажается уже на эти работы. Эта работа, мне кажется, очень отозвалась в наших сердцах. Хотелось, чтобы эту работу увидели люди в Алмате и как-то тоже пережили вот те же самые эмоции, которые мы тогда испытали, смотря на эту работу. Ощущение, как будто меня откинуло немного в то прошлое, в котором меня и не было. Наверное, там 30-е годы, когда был голод, вот эта сожженная степь, полное опустошение, утрата там какой-то части культуры и идентичности, то, что сожженные книги, сожженная степь и абсолютная пустота, холод, ветер как будто. Ну, сложное слово «скорбь», но все-таки я думаю, что немножко оно где-то просыпается, глядя вот именно на эти книги, на эту сожженную степь. Это все-таки что-то наше, и оно как бы неотъемлемая часть каждого казахстанца. Мне кажется, здесь это очень все зависит от индивидуального какого-то опыта и контекста. То есть, опять же, у меня, ввиду моего опыта, в том числе миграции, и хотя сейчас в целом дела идут неплохо, но тем не менее, когда вот я именно прочитала вот эти строчки и увидела какие-то сожженные, да, вот моменты, я там думала о том, как я уехала, да, там какие-то мосты сгорели. Когда ты что-то поджигаешь, да, это тоже же энергия, и ты что-то перерождается. То есть у меня вызвало ощущение какой-то горечи, солидарности и надежды даже чуть-чуть, что за счет того, что что-то сгорит, что-то новое, может быть, и возникнет. Если о впечатлениях, то скорее это напоминает какие-то обгоревшие кресты могильные или что-то такое. Ну, моему племяннику, например, 7-летнему, он сказал, вот, наверное, кукурузу убрали, и вот остался урожай. Видите, у каждого свое впечатление. Просто нам с детства вдалбливали, по крайней мере, моему поколению, о том, что искусство вот нужно вот так смотреть. Вот это шедевр, вот это не шедевр. Или вот есть такое вот правильное, а вот все остальное неправильное. И мне кажется, люди у нас многие в эти рамки загнаны. А если просто от этих рамок отпустить и руководствоваться собственными эмоциями, потому что это все-таки искусство, то уже, думаю, другое будет ощущение и восприятие. Мы думали это построить, как всегда, на ура за 18 месяцев. В итоге, да, подошли к сроку 3 года, уже скоро будет, и мы, наконец, открываем. Мы построили его не за тот бюджет, который мы думали, а за 2 таких бюджета. Мы все по 2 раза переделали. Здесь фасад 6 или 7 слоев. Тут инженерия такая, что в случае пожарной опасности это не газ, это не вода, а это дисперсия, которая покрывает картины, не нанося никакого вреда маслу поверхности этих работ. Представляете? В общем, все инженерные решения, которые здесь применены, они очень сложные. Впервые мы привезли в Казахстан, в Алмату, стекло 12 метров высотой. Его не соберешь, не согнешь, это стекло. Мы успели по разу разбить все стекла и привезти его еще 1 раз. Весь музей находится под световыми окнами. Эти все пакеты из 6 слоев, энергосберегающие, светофильтры и так далее, и так далее. Если мы посмотрим на раскладку нашего алюминия, раскладку алюминия тоже специально разрабатывал Чапман Тейлор.
раскладку камня, раскладку алюминия, каждого фасада, каждой зоны. Как это делалось? После того, как мы обшили фасад, мы сделали 3D-съемку фасада. Прям каждой части фасада мы сделали раскладку, направили Чапман Тейлор. Причем, конечно, жизнь вносит изменения в процессе стройки. Мы видим, что-то не получается. Мы направляем фотографии, говорим, а можно мы здесь чуть-чуть так сделаем? Они говорят, да, хорошо, 20 квадратов вот так разберите, чтобы один кусочек поставить на место. We had to create something which had a uniqueness about it, as I said, a very contemporary approach. So this is where we created this very vertical format and irregular jointing of the metal panels. So it's an unfolding journey as you come closer and closer and closer. And so that unfolding journey for the stone is, of course, that it has beautiful fossils within its surface. The journey to the metal is the fact that it's folded like origami. В этом смысле он реально создается как такая, в моем ощущении, крафт ручная вещь, не типовой. И получается от этого тоже очень какая-то живая история. Каждый уголок имеет свое понимание, почему так. И я в этом смысле отношусь к нему как действительно растущему пространству. Потому что когда ты делаешь нечто типовое, собрали стандартные блоки, и что-то получилось, всем понятное, результат и так далее. А здесь вот ощущение действительного роста, сложного, тяжелого. Здесь есть жизнь. И как и любая жизнь, она несовершенна, но и в то же время это прекрасно. Мы из Нью-Йорка эту скульптуру погрузили на большое чартерное судно, которое грузит разные абсолютно грузы. И отправили это в Грузию, соответственно, по морю. И дальше вот в Грузии впервые Ричард Серра встал на колеса, на которых он сюда, собственно говоря, уже и приехал. То есть они там уже ставят на траки, которые везут. Было 4 таких стандартных фуры, на которые погрузили непосредственно контейнеры с оборудованием. И было 8 фур с самой работой, и также фура с траверсами, удлиненная тоже. В Грузии сложности были с тем, что, во-первых, нельзя было везти днем, запрещали. Ночная транспортировка, она не предполагает усиление скорости, то есть это максимально низкие скорости, на которых они могли идти. Плюс провода, которые нависали, их нужно было обязательно поднимать. Когда они, наконец, проехали Азербайджан, доехали до Алята и уткнулись в многокилометровую пробку из машин, жаждущих просто проехать через Каспийское море. Причем 4 машины, которые полны оборудования, проехали спокойно, а машины непосредственно с скульптурой стоят и не двигаются. И мы, значит, день не двигаются, 2 не двигаются. Нам нужно было постоянно с кем-то договариваться, чтобы эти машины хотя бы по одной, хотя бы по 2 разместили на паром, который перевезет их в Курык, на территорию Казахстана, потому что никто не брал с собой перевезти их полностью. И мы благодарим все административные ресурсы, которые просто понимали, что да, это очень важно. Это произведение искусства, это большой объект, это важно для Казахстана. И нам способствовали в ускорении этого процесса. И через уже азербайджанскую границу, через порт Азербайджана, он приплыл уже в порт Курык, в Казахстан. И дальше, через весь Казахстан, он проделал путь. Кусама — это, наверное, одна из самых известных художниц сейчас.
помимо огромной аудитории современного искусства, наверное, ее знает чуть ли не каждый второй, благодаря ее знаменитому горошку и ее огромным там инсталляциям, которые по всему миру проходили. Один раз ее увидев, наверное, невозможно ее забыть. Еще в 60-е годы она начала делать такие инсталляции, в которые вы заходите, допустим, в комнату, которая кажется снаружи ничего особенного, просто куб. И когда вы заходите внутрь, попадаете вот в настоящий такой фантастический мир Яя Кусамы, где все окрашено в разные цвета, горошек. И, значит, по периметру установлены зеркала, то есть, попадая даже в небольшое пространство, кажется, что вы просто растворяетесь в бесконечности. Мне кажется, это очень умно, что основатель музея и Меруерт Калиева решили эту скульптуру приобрести, эту инсталляцию приобрести, потому что она тоже привлекает внимание, она привлекает людей. И для людей это тоже такое начало, да, в современное искусство. Они увлекаются, потому что там вот эти разноцветные точки и вот эти вот странные объекты и вот зеркало, которые как бы играет с этими объектами, и тебе кажется, что ты в каком-то психоделичном месте, и ты можешь делать селфи, да, селфи. Ну, ты можешь сделать, и ты думаешь, окей, я вот этот первый уровень я сделал, то есть я все понял, классно, мне нравится этот музей. 私は水玉を急いで取り込んで描くというのじゃなくて、いつも作品を作ると、そうすると水玉になってしまっております。それは私は私の病から来るサジェッションなのか、または自分がこうしたいと思ったのか、それが私は制作してる時には非常に夢中になってて、他のものは全部ものは全部消えてなくなって手が作品を作っていくので。Если смотреть и думать как бы глубже, то Яя Кусама, она всегда была как бы obsessed, да? Вот это про эту обсессию, которая у нее была с этими точками. И при этом это тоже шло из вот этого, что у нее всегда была эта ментальная болезнь, да? И мне кажется, когда я захожу в эту комнату, я тоже думаю, это же безумие. Но это хорошо, потому что мы же все иногда так чувствуем. Мы же все иногда чувствуем, что что-то такое безумное произошло, да? И мне кажется, нам надо тоже как бы немножко сконнектироваться с безумной частью своей. «やがて人の世の週末に巡り合う時が来たら、年を重ねた月日の果てに死が静かに近寄ってくる気配か». Как будто это дает такую идею вообще о любви, что любовь тоже безгранична, и что любви вот бывает все, нету одного цвета, все разные, что-то белое, что-то розовое, что-то зеленое. Может, да. Может, это все эмоции, которые она ощутила во время отношений? Несмотря на то, что здесь очень так все радужно и весело, но в то же время задумываешься о том, что существуют такие понятия, как одиночество и какие-то трудности. Но при этом, несмотря на вот эти все слезы, женщина, она всегда остается, поправит макияж и пойдет дальше. Больше всего было интересно читать как раз-таки ее стих. Потому что он действительно грустный, он действительно печальный. Это действительно женская печаль. Возможно, мужчины не поймут, я не знаю, вы читали или нет, но мужчины не смогут проникнуться. Я вообще не понял, о чем это. Какие-то огромные червяки. Ты чувствуешь себя реально маленьким и большим одновременно. Это похоже на каких-то червей, но в то же время пламя, которое меня... И в зависимости от цвета, как будто меняется твое восприятие постоянно.
Еще знаете, что интересно? Что когда я прихожу сюда в музей и вообще в эту комнату прихожу, мне интересно то, что я практически ничего не понимаю в современном искусстве. Но когда ты видишь что-то красивое, хочется, чтобы вокруг все тоже становилось каким-то красивым. Дом, на работе, какой-то, все, что тебя окружает. И вот это интересно. Вот насколько, можно сказать, там Ричард Серра изменил историю скульптуры в 20 веке, насколько можно сказать, что Билл Виола поменял историю видеоарта. Это одна, наверное, из ключевых фигур искусства 20 века, 20-го, начала 21 века. Билл Виола был не таким художником, который много производил, но он очень сильно еще ограничивал тираж. Работ, которые доступны для продажи, практически нет, не осталось. И, значит, когда мы начали узнавать о том, какие вообще произведения доступны есть у Билла Виолы, мы начали разговаривать с его супругой Кирой Перов, которая была его соратником, куратором очень многих его выставок. И после нескольких месяцев обсуждений она решила, что может нам передать произведение станции, которое было в их семейной коллекции, и которое осталась только авторская копия. Stations is a large installation work that employs 5 scrims, very thin scrims, they're like projection scrims, hanging from the ceiling. But at the base of these scrims, we have black polished granite. And so what each scrim, there's a projection of a person underwater, but they're upside down. So their faces, their heads are actually at the base of the scrim and their feet are up the top. And they're floating in this water. But what happens is when they're reflected in this granite, in the black granite, they're the right side up. And it almost looks like they're infinite in this depth of blackness on the floor. And so they're kind of floating in this, what I call the amniotic fluid. You know, Bill has used that concept since then. This was early on, but he used this in many pieces. This person floating who is neither here nor there. It's neither life or death. It's kind of the place in between. There's no answer, of course. There's no answer, is there an afterlife, is there anything? But he always had the feeling, or the hope, I should say, the hope that the cycle of life continues, that there's birth, death, and then rebirth. So there's always a hope in his pieces. Сейчас у нас есть огромные пространства. Например, наш зал временных выставок – это зал в 1000 квадратных метров с высотой потолкой 12 метров. Сейчас, допустим, будет интересно посмотреть, как будет меняться масштаб и, может быть, амбициозность проектов местных художников, потому что у них вот есть место, где они бы потенциально могли это выставить. И будет очень хорошо в музее представлено казахстанское искусство. У меня вообще коллекция насчитывает больше 1000 работ. Кураторы нашего музея отобрали около 650 работ, которые достойны. Они уже со стен дома снимают, перевозят. У меня там пустые места образуются. Таким образом, здесь будет уживаться и западное, восточное, восточное имею в виду Китай, Япония, Корея, западное – это Европа, Америка, так и наше казахстанское искусство. У нас будет 2 большие выставки. Одна из них называется «Конактар», что в переводе означает «гости». Эта выставка основана на коллекции Нурлана Смагулова второй половины 20 века, но и доходит до наших дней. Красив принца – это, наверное, самая отличительная черта казахской нации, потому что, допустим, там во время кочевнической жизни, если какой-то путник пересекал большие расстояния на коне, он не мог выжить
если бы люди не открывали двери своих юрт и не приглашали его на ночлег. И в нашей культуре вот осталась эта традиция гостеприимства, как бы все лучшее гостям. Сначала я вообще смотрела просто книжку про коллекцию, и я заметила, что там, конечно, есть праздники, и еда, и музыка. Мне кажется, это очень связано с казахской культурой, с этой как бы веселой частью. Вот. И так появилась идея, как бы, может быть, можем смотреть на гостеприимство. Ну, конечно, я не хотела просто так наивно смотреть и думать, о, казахи гостеприимные. Это такая стереотипизация, и это было бы очень неинтересно. Я думала про то, что иногда гости бывают разными, иногда никто их не звал, но они все равно прибыли, они все равно приехали. Например, люди из балтийских стран, они как-то прибыли в Казахстан, потому что там были вот эти депортации, была же Караганда, Карлаг, были же ссылки диссидентов внутри Советского Союза. И потом уже были вот эти планированные прямо переселения всяких народов. Они тоже очень влияли на культурную среду, на то, что является культурой Казахстана и художественной сцены Казахстана. Вторая наша большая выставка, значит, она посвящена казахстанской художнице Алмагуль Минлибаевой. Это будет ее первая ретроспектива в Алмате. И мы хотим показать ее путь от начала. Это вот конец 80-х, начало 90-х годов, очень бурное время в Казахстане, ну, наверное, во всем Советском Союзе. И Алмагуль Минлибаева вот стояла у истоков такого андеграундного искусства Казахстана. У нее была очень яркая творческая карьера в 90-х годах. Это в основном живопись, гратография. Потом она полностью отошла от этого и посвятила себя видео и фотографии. И вот через свои видео и фотографии она нашла международное признание. И сейчас опять все это меняется, она больше уходит в сторону искусственного интеллекта. Ну, то есть это художник, который не боится начать что-то с нуля, заново. For me, you know, when I was invited to do this exhibition, I felt like I know nothing about Kazakhstan. And through the work of Almagul, I learned a lot. And for me, I think it's very interesting to see how one artist can really lead you to the depth of the history of the country that has been transformed since the 90s or even like further before, like to many centuries to now. And this museum and also the exhibition, we do the job of a kind of writing history in a way, right? Вот знаете, когда как бы развивается государство с нуля, то есть мое творчество началось вот, ну, практически с того же периода. Вот. И я вижу такие параллели или какие-то как спутники. Где-то я согласна, где-то я не согласна. Вот. То есть, мне кажется, сама по себе, что дает эта выставка в этом музее, она ну, как бы поддерживает художника со всеми его как бы мыслями, когда он, в общем-то, индивидуальность. Когда мы приехали в Казахстан, смогли растаможиться, дальше нужно было преодолеть весь этот путь по степи. Если вы подумаете о пластине, которая весит 22-28 тонны, и при этом размером больше 4 метров в высоту, плюс еще она стоит на самой машине, то есть добавляющая высота, у нас появляется такой феномен, как парусность. Соответственно, машины просто не могли разогнаться, прибавить скорость больше, чем 60 км в час, а ехать им почти 4000 километров. И когда машины заехали в Алматы, конечно, мы с замиранием сердца смотрели, как это
по единственному только возможному маршруту, потому что все остальные не допускали провоз такого высокого объекта, мы пытались провести это. Один из важных моментов, когда мы понимали, что один из мостов мы не пройдем, и машины просто спускали колеса на максимально допустимую просто высоту, потому что только на спущенных колесах они могли пройти под мостами. Для того, чтобы просто заехать на территорию музея, мы блокировали всю дорогу для того, чтобы машина могла развернуться, потому что угол заноса настолько велик, что он допускал занос на все полосы. Это действительно было впечатляюще. Сама скульптура подъезжала здесь на траках, вот в это место. Там, где сейчас шток стоит, стоял большой кран 160-тонный. Он брал эту скульптуру и ставил вот сюда. Компания «Батка», они привезли специальные ролики. Везли с Америки сами, и плиты везли сами тоже. Вставили на эти плиты и заносили через этот проем стеклянный. Этого проема у нас не было. У них есть схема, на которой расписано, какой лист танцует за каким. По-другому этот лабиринт не соберешь. Очень сложно маневрировать, когда у тебя 30-тонные листы наклонные, и тебе их нужно в определенную композицию сложить. Когда они устанавливают траверсы, на них подвешивают эти листы, дальше их переставляют. Просто как ты как в игре, как в танце там смотришь. И мне очень было приятно, что действительно эти люди, то есть они фактически с момента того, как сэр стал популярен, как он был известен, они с ним работали, они точно знают, что он хочет. Это не простой монтаж, когда ты просто собираешь, а это люди, которые неравнодушны к этому. So that the idea is to wet it just like this. The whole thing, the whole sculpture. You don't want it to drip. You don't have to be soaking wet. You just want to moisten it, get it on there, let it dry, do it again. You wouldn't want a machine set up where it goes all day. Okay. Because you want it to go from wet to dry, wet to dry, wet to dry. That's what grows the rust. На улице, значит, у нас будет установлено 3 работы, которые были сделаны специально по нашему заказу. Хотелось поставить работы, которые, с одной стороны, имеют историческую важность, да, там, искусствоведческое значение. С другой стороны, хотелось, чтобы произведения, которые стояли на улице, они могли преодолеть немного вот страх у людей, что здесь что-то такое непонятное, очень заумное и как бы не для них. Поэтому, допустим, у нас на главном углу, в такой самой просматриваемой точке, стоит огромная скульптура Жауме Пленсы. Она была специально сделана для нас. Это 12-метровый женский портрет с 2 косичками. Жауме Пленса, испанский художник, я его работы увидел первый раз на Гудзоне в Нью-Йорке. Вот такая же девушка, голова девушки. Ну, она там побольше, конечно, там 24 метра. Ну, это Нью-Йорк, это, извините, Гудзон, это океан. И она восхитила меня. Мы познакомились с Жауме Пленса, созвонились. Он меня пригласил в Барселону, в свою мастерскую. Я приехал с семьей, мы зашли и начали обсуждать, какая это будет девушка, какой высоты, где ее установить. Well, I guess the museum is wonderful. The architecture is fantastic. And you have a beautiful set of artists together. Yes, yes. But your sculpture, we will install outside
our new museum. It's very, very good, attractive. Yes. I'm very happy with this is a... Yeah. Apparently it's something characteristic of your country. Казашки до замужества носили эти две косички. И, ну и это как бы символ того, что какой-то чистоты, непорочности, юности, взгляд в себя. Ну, мне кажется, здорово, что он для Алматы сделал девушку, которая такой евразийской внешности, с косичками. Ему приятно было, что ваша дочка пришла с косичками, то есть подтвердилось. Да. Потому что он же сделал свое исследование, как выглядят люди в Казахстане, в Центральной Азии. И понял, что косички – это очень важный элемент. Да. И сейчас первый раз увидел людей из Казахстана и убедился. Да. Главное, ты образцово с одной косой. Кстати, случайно, не специально. Ну да, она у меня тоже дочка не каждый раз так делает. Что тоже интересно, это местоположение этой скульптуры. То есть она находится на перекрестке Аль-Фараби и Назарбаева. Такие очень активные улицы, и мы просто проходили, мы с коллегами, и мы говорили, что это просто такое, это приглашение заходить в музей и получить вот этот момент какого-то успокоения, потому что скульптура, она находится в таком очень спокойном состоянии, но при этом она находится там, где всегда пробки, всегда какие-то звуки, но у нее как бы немножко перекрытые глаза, и она в какой-то медитации. И мы хотели, чтобы как бы у людей возникала какая-то эмоциональная связь с музеем, да, то есть когда вы видите портрет красивой девушки с косичками, ну то есть сразу у вас какие-то возникают ассоциации, и мне кажется, это очень хорошо работает. У главного входа у нас стоит скульптура Инки Шанибари. Это нигерийско-британский художник. Основными темами в его творчестве является деколонизация. Допустим, одна из его самых знаменитых работ – это, наверное, его скульптура для так называемого 4-го пьедестала на Трафальгарской площади в Лондоне. Он сделал модель корабля внутри бутылки. И у корабля были паруса раскрашенные вот в африканский батик. И для него это была история о колонизации, о том, как корабли стали символом вот этого рабовладельческого строя и так далее. И эта работа послужила отправной точкой для огромной серии работ, включая нашу, которая называется «Ветер». We know that when slavery happened, and many people were moved out of Africa to the Americas, we know that the ocean played a big part in this. It's about travel, but the story of migration is also contemporary. We know about the story of immigrants as well, trying to come to Europe. And so the wind also plays a big role in the story of migration as well. После этого он начал как бы задумываться, а как вот этот ветер сделать материальным, как ему придать форму, как это сделать, да? И, значит, он очень много экспериментировал в своей мастерской, он подкидывал платок и фиксировал то, как он падает. И, значит, та форма, которую была выбрана для этой скульптуры, это вот движение платка, как он подлетает в воздухе. Then we 3D print the maquettes, so the smaller versions of the work. And then the smaller version of the work goes into a larger studio where it's actually made from aluminum. So aluminum is a very heavy material, but it's made to look very light because it looks like fabric blowing in the wind.
У западного входа у нас находится скульптура, которая называется «Препозиция» немецко-польской художники Алисии Квады. Она состоит из огромных сфер разных пород камней, которые были привезены со всего света. И эта скульптура тоже, которая открывается во времени и пространстве. То есть она начинается с Аль-Фараби, и вот по вот этой огромной лестнице, которая ведет к нашему западному входу, будут расположены огромные сферы разных размеров, разных цветов. Четенько. The first thing what I do before I consider a commission or like a work in public or not public even, is to go and to visit the place. And the biggest treasure for me is also to work with people from other cultures. To be honest, Kazakhstan was really not very much existing on my mind map before. I roughly knew where it is located, but I never got in the situation I had to learn anything about the country. So this is a big, benefit also of my work, that I feel like every time I do a new piece in a different cultural surrounding, I'm enriched with knowledge about it, which I hadn't had before. Мы ее свозили в Мангостауский регион. У нас там есть такая очень интересная долина, называется Долина Шаров. Там, где присутствуют огромные сферы, происхождение которых до сих пор до конца непонятно, но вот огромная долина, которая засыпана вот такими вот огромными шарами, условно, каменными шарами, да. И ее скульптура, которую она назвала впоследствии «Препозиция», она была вдохновлена природой того места. I was really obsessed with those spheres, those natural given spheres. We 3D scanned many of those spheres because I kind of wanted to have them as 3D, kind of data to see if there is, to kind of play around with that. So we've been there in the heat with no shadow, jumping from one to the other, scanning. So first of all, actually, I was thinking to probably take these original spheres. But then also they are very, they are not dense enough, they are very porous. Even if you would get it, you could not kind of drill through it to make it safe, on a long term for public. So it's more like a reference to them, what I did. I've been choosing actually materials from all over the world. So, they are like some of those spheres which are on this construction, let's call it. They are, some are from Asia, others are from South America, North America, Australia. So they are kind of mapping the whole planet. Когда люди будут идти с Моты-театра, например, в наш музей, они будут подниматься по этой лестнице, и сначала справа и слева от них будут возникать вот эти огромные сферы каменные, которые очень красивые, потому что это очень красивые породы камня, да? А потом, когда вы подниметесь на уровень западного входа, это огромная металлическая структура, которая будет возвышаться на 12 метров, на которой тоже расположены шары. И это, с одной стороны, похоже на созвездие, с другой стороны, ее тоже вдохновляют приборы, которые были сделаны для того, чтобы замерять расстояние между звездами. All my works are kind of sourced with the same sorts somehow. Why are we living on a spinning sphere? I mean, what for? And where did it came from? And what does it mean? But then, if you follow, the lead, it leads you to the void. It leads you automatically to the universe because you try to get through it, and you're trying to understand those systems. And the problem is that somehow, also we are smart enough to question, but we are never smart enough to answer. And so we are like in this void, in this human being void of this kind of problem. Когда мы нашей команде сообщали, вот у нас есть скульптура, она весит 155 тонн, состоит из 8 частей, каждая часть такого-то размера, их нужно привезти, установить, такие-то требования. У всех это создавало, скажем так, мягко, удивление, что можно проходить через такое количество неудобств, сложностей,
ради того, чтобы привезти какие-то куски металла. Но что самое интересное, что когда наконец ее привезли, люди, которые, ну, как бы совершенно технических там специальностей и так далее, и с современным искусством никогда не сталкивались, у них просто уже не было вопросов, почему эта скульптура, почему мы так долго страдали, чтобы ее сюда привезти и установить, потому что вот, допустим, видя, насколько это красиво, насколько это идеальное инженерное решение, как эти плиты выполнены и так далее, и какой они создают общий эффект, просто всех оставила без слов. Я не человек искусства, сразу скажу. Я и строителем не был до этого. Но первый раз, когда я начал внутри, ну, прошелся внутри, я заметил, что пространство и время искажается. Это ощущается внутри. Вроде бы идешь вдоль направления скульптуры и ожидаешь, что она закончится, она не заканчивается, как будто бесконечная. Ну, такое, мои ощущения. Какая-то магия в ней есть. Есть, это ощущается. Мне кажется, Ричард Серра, он говорит на многих уровнях, потому что если раньше мы говорили о скульптуре в плане объема, в плане формы, то он добавил еще третью часть — это время. То есть скульптура Ричарда Серры, она перед вами открывается во временном пространстве, то есть нужно по ней идти, и она тогда как бы меняет свою форму, потому что из разных точек у вас открываются новые перспективы. Но можно всего этого не знать, и можно вообще не быть знакомым с современным искусством, но эмоциональный заряд, который вы получаете от нахождения внутри этой работы, он совершенно потрясающий. Да. Видите, оно же многогранное, искусство вообще многогранное. Кто как понимает. На сегодняшний день я понял, что это современное искусство. Поэтому оно становится интересно, оно живое. А те вещи, которые тех веков нам как-то знакомили, это все ушло, прошлое стоит, а это все в движениях, двигается. Пусть это все развивается. Я за, что еще можно. Да? С музыкальным треком там будет, я и надеюсь, да? Ты чувствуешь себя настоящим исследователем. Главное быть бесстрашным, не бояться. Потому что мы привыкли жить в мире, где все быстро настолько меняется, а здесь ты понимаешь, что вот эта конструкция, она здесь навсегда, она не сдвинется с места, но в то же время она может в себе сохранить очень много информации, знаний, и каждый человек, который будет сюда приходить, он будет передавать свою вот эту энергию. Каждое сказанное сейчас слово эти стены будут впитывать, и они будут вибрировать. То есть это вот потрясающее ощущение. Вот мне тоже хочется послушать. Нет, я скажу. Это маленькое мое желание, надеюсь, сбудется. Сколько баллов из 10? 10 из 10. 10 из 10? Я 10 из 10 ставлю. Я 3 из 10, честную троечку. Не знаю, мне по душе больше картины, живопись. Скорее всего, я не разбираюсь в таких вот, что это, как называется? Перекрестках. Перекрестках не разбираюсь так сильно, поэтому и оценить не могу, и высокую оценку дать тоже не могу. По мне, по душе какая-нибудь красивая картина, которая нарисована каким-нибудь драматичным человеком, который передал всю свою боль. Вот на это можно засмотреться, можно и поставить 10 десяточку. Например, как вчерашняя работа Кифира. Да, Кефир. О, Кефир. Почему называется перекресток, видимо, там дальше. А вот получается, я стою в центре вот этого перекрестка, то есть у меня 4 дороги. Ну, тоже такое ощущение, типа, навевает на мысли, типа, в какую сторону ты пойдешь, да? Вот выбери там свою сторону, иди по этой дороге. Да? То есть я
идя по вот этому коридору, по замкнутому пространству, выйдя сюда, я почувствовал свободу. Это как бы свобода выбора, там, иди на все 4 стороны, да, или выбери одну из этих сторон, да, и иди там по своему пути. Я все время ощущаю, что Алмате не хватает. Мы хоть и говорим, что это культурная столица, но вот культуры на какой-то момент не хватало. И за 30 лет независимости мы не построили достойных объектов культуры. И мимо нас проходят выставки, мимо нас проходят какие-то явления, биеннале. Мимо нас развиваются художники казахстанские, которым негде выставляться. Они уезжают. Где-то там происходят культурные события, но они не происходят здесь. И мы начали думать, что именно мы, наша компания, должны сделать вот такое духовное наследие, как Музей современного искусства. Будет узнаваемость города Алматы, будет новая достопримечательность, люди сюда поедут, алматинцы скажут, что мы, кроме того, что у нас есть Заилийский Алатау, что у нас есть Коктюбе, Медео, у нас есть еще и музей. И я думаю, что еще какой-то процент мы отвоюем от той молодежи, которая уезжает как бы за культурной атмосферой, потому что она здесь. Как этот музей может изменить ландшафт культурный в Алматы? Заезженное слово, но повысить толерантность, наверное. Потому что когда у тебя чего-то нет, ты не можешь об этом там здраво рассуждать. Если ты тоже только там, трактуемую тебе повестку повторяешь, что современное искусство — это мусор, это ж непонятно, что вы там тратите деньги, что это вообще себя представляет. Я тоже так умею, это классика вообще. И только если постепенно рассказывать про это, показывать, приводить сюда детей, ты начинаешь постепенно понимать, почему это искусство, почему там я, может, не умею так же, но это почему-то работает. Это все нужно рассказывать. То есть это не процесс сиюминутности, это не то, что мы построили музей, открыли, люди пришли, все поняли, и все как бы разом повалили. Нет, здесь борьба с настороженностью, здесь борьба с тем, что нужно ли мне это вообще. То есть если к театрам люди как-то приучены, то приучить их к музеям, к галереям — это следующий этап. Но дальше невозможно остановиться.